Привет, ребята! Недавно, когда Чингук появился в прямом эфире, у меня аж сердце замерло. Прошло так много времени с тех пор, как мы его видели, и снова почувствовать его присутствие так близко было лучшим чувством, хотя в то же время немного болезненным. Чингук выглядел красивым, несмотря на позднюю ночь, почти рассвет, и я вспомнила, что Ким Тэхён всегда говорил о том, какой особенный Куки. Тот прямой эфир был особенным, Чингук показал себя таким, какой он есть, без притворства, и честно сказал, что хотел бы поделиться большим, но не мог из-за работы. Он действительно заботился о нас, все, что он делал в тот вечер, было потому, что мы были важны для него, и ничто не могло этого изменить. Чингук так много работал в тот день, и все же он решил прийти в эфир, поговорить с нами, потому что чувствовал в этом необходимость. Он хотел поделиться своими чувствами и мыслями, и он сделал это с той искренностью, которая всегда была его визитной карточкой. На протяжении всего эфира было ясно, что многое он скрывал, многое, о чем не мог сказать, но он все еще умудрялся улыбаться и быть таким же добрым, как всегда. Поразительно, как человек, переживающий такие трудные времена, все еще может проявлять сострадание к другим. В тот вечер Чингук в очередной раз продемонстрировал, почему так много людей восхищаются им, не только за его талант, но и за его доброту и личность. Но после окончания трансляции произошло нечто невероятно печальное, видео исчезло, как будто его никогда и не существовало. Многие были разочарованы, потому что Чингук не сделал ничего плохого, он просто был честен и показал себя таким, какой он есть. Те, кто критиковал его, должны помнить, что Чингук – человек, как и все мы, он имеет чувства и право их выражать. У него чистое сердце, и он всегда старается изо всех сил, даже когда ему грустно или он устал. Видеть, как такого доброго человека судят просто за то, что он такой, какой есть, невероятно несправедливо, и это ранит тех из нас, кто его любит. Тэхён всегда говорил, что Чингук особенный, и в тот вечер Чингук доказал это еще раз. Связь между ними казалась невероятно сильной, мы видели, как они понимали друг друга без слов. Когда Чингук улыбнулся в тот вечер, я могла представить, как Тэхён сказал: «Вот это мой Куки», потому что он так хорошо знает сердце Чингука. Их отношения выходят за рамки того, что видно на первый взгляд, это связь, которая крепнет со временем, опытом и взаимным доверием. В такие трудные времена, как сейчас, дружба становится еще важнее, настоящая поддержка – это то, что не каждому посчастливилось иметь. Чингук не заслуживает осуждения только потому, что он честен и показывает свои чувства. До того, как он стал мировым кумиром, он был человеком тем, кто имеет право чувствовать грусть, злость, усталость или разочарование, как и все мы. Он заслуживает того, чтобы жить своей жизнью, не получая постоянных указаний о том, что делать или как себя вести, и больше всего ранит то, что, несмотря на всю любовь, которую он дарит, всегда найдутся люди, которые сосредотачиваются только на негативе и критикуют, не принимая во внимание его чувства. Чингук – молодой человек с большим сердцем, он заслуживает уважения и понимания, а не несправедливых суждений или критики. Я хочу, чтобы Чингук знал, что многие любят его таким, какой он есть, со всеми его сильными и слабыми сторонами. Честно говоря, меня раздражает, как некоторые люди всегда готовы раздуть скандал, хотя почти все знают меня как спокойного человека, редко вступающего в конфликты. В то же время есть те, кто занят преувеличением мелочей, таких как ожерелье или фотографии профиля, вырывая все из контекста, чтобы подтвердить несуществующую историю отношений. На самом деле, один только взгляд Чингука показывает, насколько он напряжен из-за рабочей нагрузки и требований компании, и именно поэтому мы видим более открытую и человечную сторону Чингука. Некоторые люди предпочитают сосредотачиваться на поверхностных деталях, вместо того, чтобы пытаться понять, что на самом деле происходит за кулисами. Для меня это не просто развлечение, за такими моментами, как этот прямой эфир, скрывается гораздо более глубокий эмоциональный слой. Чингук не говорил, эта компания великолепна, в абсолютном смысле, на самом деле он хотел сказать, что в компании есть люди, которые заботятся о нем и поддерживают его, и это очень важное различие. Слова Чингука отражают его истинные чувства по отношению к своей работе и окружающим его людям, это не поверхностные послания, которые легко исказить.
Поэтому для нас важно понимать, что он действительно хочет сказать. Не все следует рассматривать как сплетни или просто развлечения. В прямом эфире того вечера проявилась честная и человечная сторона Чонгука. Такие моменты следует понимать, а не сводить к спекуляциям по поводу несущественных мелочей. За его словами, мимикой и интонацией скрывается гораздо более глубокий смысл, часто эти вещи говорят громче самих слов. Быть фанатом также означает уважать его чувства, признавать, что он человек, который просто хочет жить честно и спокойно. Его уязвимость должна быть поводом для уважения к нему, а не предметом беспочвенных спекуляций. Чонгук и Тэхён всегда находятся в центре всего этого, и их близость очевидна в том, как они поддерживают друг друга в трудные времена. Тэхён понимает Чонгука без лишних слов, и именно это взаимопонимание укрепляет их связь. Динамика между ними не требует принуждения или преувеличения, она возникает естественно, через небольшие жесты, взгляды и многозначительные паузы. Чонгук часто выражает свои эмоции не словами, а простыми действиями, которые отражают его заботу и уважение. Со временем их отношения продолжали развиваться, формируясь под влиянием опыта, усталости, ответственности и доверия, которые росли вместе с ними. Их взаимная поддержка казалась реальной, принося спокойствие и чувство безопасности в условиях высоких профессиональных требований. Не нужно было долгих речей, чтобы увидеть их близость, их улыбок и взглядов было достаточно, чтобы показать связь, проверенную временем. Их привязанность не зависит от слов, а основана на последовательности их действий. Эта ночь казалась молчаливым признанием, тишина после окончания трансляции говорила громче, чем любые слова. Осталось ощущение пустоты, как будто что-то ценное было отнято без разрешения, без сочувствия. Многие из нас все еще не спали, глядя на пустой экран и задаваясь вопросом, почему честность всегда обходится так дорого. Чонгук не просил чрезмерного сочувствия, он просто хотел, чтобы его услышали, и этого должно было быть достаточно. Но мир не всегда добр к тем, кто выбирает честность. Честность часто воспринимается как угроза, особенно когда она исходит от кого-то столь влиятельного. Чонгук стоит на перепутье между профессиональным долгом и человеческими потребностями, и эта ноша явно видна в его глазах. Такое давление не видно, оно присутствует в паузах, в затаенном дыхании, в натянутой улыбке, чтобы не беспокоить других. Те из нас, кто внимательно наблюдает, могут это почувствовать, это не игра, это реальность. Среди всего этого присутствие Ким Тэхёна ощущается как якорь, ему не нужно появляться на экране, чтобы его почувствовали. Есть тихая уверенность в том, что Чонгук не одинок, что есть кто-то, кто понимает эту ношу без долгих объяснений. Такие отношения не рождаются в свете софитов, они растут из долгих ночей, изнурительных репетиций и доверия, построенного постепенно. Когда мир требует совершенства, они напоминают друг другу, что нужно оставаться людьми, и в этом заключается настоящая сила. Многие люди забывают, что молчание тоже может быть формой защиты, не все чувства нужно озвучивать, чтобы считать их реальными. Чонгук выбирает молчание в определенных вопросах, не потому, что он слаб, а потому, что знает, что нужно защищать. Самая большая ошибка публики – думать, что она имеет право на все, как будто слава стирает личные границы. На самом деле, чем больше внимания, тем больше потребность в безопасном пространстве, и это пространство часто принадлежит лишь горстке доверенных людей. Когда Чонгук проявляет уязвимость, это не приглашение к осуждению, а проявление доверия. Такое доверие хрупко, однажды преданное, оно оставляет след, который не всегда виден, но остается надолго. Тихая ночь после эфира становится зеркалом, показывающим, кто действительно заботится, а кто просто ищет тему для разговора. Есть большая разница между любовью и потреблением, и эта разница определяет, как человек относится к своему кумиру. В своем изнеможении, которое он не скрывает, Чонгук все равно выбирает быть мягким. Этот выбор не обязанность, а черта характера. Такая доброта не формируется за одну ночь, она является результатом ценностей, которые дорого стоят, даже когда мир кажется несправедливым. Тэхён по-своему всегда служит уравновешивающей силой, не для того, чтобы спасти, а для того, чтобы сопровождать. Такое товарищество не драматично, именно поэтому оно кажется реальным и успокаивающим.